Пока Notion из года в год превращается в космолет, я научу вас использовать его хотя бы как велосипед с потенциальной возможностью развития до Теслы, и, возможно, до космолета. Прошло уже больше года, как мое прошлое видео про Notion за 1 час крутится на Ютубе и собрало уже практически 150 тысяч просмотров и вот столько положительных отзывов. Самое время его обновить. В конце этого видео вы уже будете уметь обращаться со своим Notion с легкостью, создавать базы данных, страницы, хранить там личную и рабочую информацию, вести там проекты. Все это можно сделать, просто изучив тот функционал, о котором мы говорим сегодня. А сегодня у нас разбито видео по блокам. Не смотрите те, которые уже знаете, те, которые вам не нужны. Все подробнейше расписано в тайм-кодах. Мотайте сразу на тот блок информации, который вас интересует и который вы готовы применять прямо сегодня. И, конечно, открываем свой Notion, повторяем все, что видим в видео, реализуем эти функции сразу на своих проектах или на своих идеях. Так будет намного более продуктивнее, увлекательнее, и в итоге вы действительно поймете, что же делать с этим Notion. Зарегистрироваться можно с помощью любой из своих почт, наверняка лучше всего использовать для этого Google. Мы регистрируемся, и что мы выберем с самых первых наших шагов, не важно. Это скорее относится к тому, как Notion предложит нам первые шаблоны, с чем поработать, поэтому мы можем выбирать здесь все, что угодно. Вот он предлагает, как вы хотите использовать Notion для работы, для личной жизни, для школы. Я выбираю для личной жизни. Следующий вопрос: с кем? Только со мной или с другими, это вообще никак не влияет на дальнейший функционал Notion. Выбирайте здесь, на что вам хочется кликнуть. Вам легко с английским, выбирайте реальный ответ. Вам сложно, выбирайте то, что хотите. Для чего? Я выберу несколько категорий, и по этим категориям мне потом предложит Notion шаблоны. Продолжаю, и Notion подстраивает пространство под меня. Немного времени ему надо, и вот мы начинаем со страницы «Добро пожаловать». Мы с вами сегодня эти страницы не трогаем, они нам не нужны, хотя, на самом деле здесь уже можно начать учиться. Если вас они интересуют, вы можете воспользоваться автотранслейтом или, если вы владеете английским, пойти прямо по инструкции. Нас не интересует начальная стартовая страница. Помимо стартовой страницы у нас есть боковое меню, и я могу его открыть. В боковом меню по умолчанию создались какие-то другие страницы, шаблоны. Они могут вас напугать, но вы также можете на них просто покликать. Это ничего не сломает, ничего не испортит. Вообще в Notion можно нажимать на все, что угодно. Ничего не произойдет страшного. Мы можем их или удалить, если они нам мешаются. Это 3 точки около странички Move to Trash. Или оставить и просто в них понажимать, не боясь ничего сломать, на что можно нажимать, посмотреть и пойти потом дальше. Я удалю эти все страницы, чтобы они мне не мешали, чтобы мы работали с вами сразу в пустом новом пространстве. У нас есть какая-то дефолтная здесь страница, у нас здесь боковое меню. И давайте начнем с того, что настроим наше пространство под себя. У меня есть в боковом меню название моего аккаунта. Но также внизу у меня есть settings, настройки. Они меня и интересуют. Внутри настроек больше всего мне интересно несколько пунктов. Мы не разбираем все, потому что есть очень узкоспециализированные настройки. Наша задача — научиться базово владеть Notion. Я сразу же могу выбрать тему, в которой мне удобно работать. Это будет светлая или темная. Давайте сегодня поработаем в светлой теме. Язык. У меня на выбор английский и те языки, которые вам не понравятся. Возможно, французский и немецкий кому-то подойдут, но в целом здесь нет русского языка, украинского, белорусского и даже польского нет. Так что мы обычно оставляем здесь английский. И обязательно проверьте, чтобы у вас была нажата галочка «Начинать неделю с понедельника». Тогда во всех видах календарей и все, что мы дальше будем создавать, неделя будет начинаться именно с понедельника. По умолчанию эта галочка может быть отодвинута, и тогда ваша неделя, как американская рабочая неделя, будет начинаться с воскресенья. Так что проверяем эту галочку. Дальше переходим к общим настройкам пространства. У нас есть Workspace и здесь General. В General мы можем поставить сразу логотип нашему пространству. Это может быть какая-то из предустановленных эмоджи. Это может быть загруженная ваша какая-то смешнючая картинка, если она у вас есть. У меня будет такой енот, например. И тогда просто приятнее работать в своем пространстве. Мы можем здесь дать ему какое-то название, любое. И тут больше нас ничего не интересует.
Мы еще будем возвращаться к панели настроек, но на этом моменте, на этапе знакомства, это абсолютно все настройки, которые нам надо выставить в нашем Notion, чтобы дальше в нем комфортно работать. На этом моменте я нажимаю Update и могу вернуться обратно на мою стартовую страницу. Больше нас в боковом меню ничего не интересует. Мы начинаем работать с первой страницей. Можно дать ей заголовок. Тут по умолчанию стоит курсорчик, написано New Page, и это моя первая страница. Мы будем работать сегодня внутри нее. Мы можем дать страницы, иконку, обложку, все что угодно. Вот у нас есть Add Icon, Add Cover, Add Comment. Нас интересует Add Icon. Можем любой смайлик здесь поставить. Тут на выбор обычные Apple'овские, здесь есть иконки Notion'овские, и все так же можно загружать свою иконку. Вот у меня прекрасный енот. И также мы можем дать обложку страницы, Add Cover. Какая-то рандомная ставится сразу, но мы можем Change Cover нажать и выбрать из тех, что предлагает нам Notion, или загрузить свою, а также можем включить вкладку Unsplash и в Unsplash набрать, что нас интересует, какая тема, но обязательно набираем на английском. Меня интересует что-нибудь розовое, pink. Я получаю подборку розовых картинок. Или меня интересуют какие-то animals, получаю подборку картинок с животными. Тут можно сколько угодно кастомить под себя. Есть миллиард всяких еще движущихся обложек, которые из гифок состоят. Они немножко подгружают систему, но в целом здесь можно так настроить под себя, чтобы дальше в этом было приятно находиться. Notion славится своей кастомизацией, поэтому кастомизируем обязательно, чтобы дальше нам было хоть какие-то у нас были маячки, почему мы сюда заходим, почему мы продолжаем в свой какой-то труд мозговой идти для того, чтобы для себя что-то настроить. Я вот выберу какую-то рандомную обложку, фиолетовую с блестками она поставилась, и я нахожусь на своей первой странице, я добавила иконку, я добавила обложку. Я могу сразу начать писать здесь текст. И я уверена, что вы уже разобрались, что в Notion просто можно писать текст. Я могу ставить курсор на строку, переходить на новую строку, могу выделять текст, и сразу у меня появляется меню, где я могу его сделать жирным, подчеркнутым, курсивным, зачеркнутым, выбрать ему какие-то цвета текста или цвета, как будто бы я выделила это маркером. Но если бы Notion все еще был просто обычным заметочником, которым он не был никогда изначально, если вас вдруг интересует история создания Notion, то об этом есть видео на канале, тогда я могла бы здесь остановиться. Но меня интересуют гораздо более широкие настройки. И более широкие настройки мы получаем, когда нажимаем здесь около строки плюсик. Когда курсор стоит на новой строке, я могу нажать или на 6 точек сбоку строки и потянуть ее в любое место. У меня каждая новая строка — это блок внутри Notion. Я могу его перетягивать. Все, кроме названия. Или я могу нажать не на 6 точек, я могу нажать на плюсик. И плюсик мне выдает вот такой список команд. Их там очень много разных. Мы сегодня базовые с вами смотрим, и все те, что нам могут пригодиться. Вот столько команд, которые нас однозначно могут напугать, но мы посмотрим только те, которые нам нужны. Я вставила текст. Он у меня весь выровнен посередине. По умолчанию это будет происходить на каждой странице. Я все так же могу хвататься за 6 точек около бока строки и перемещать целые абзацы вверх и вниз, потому что пока нету интер не поставлен и нет вот такого разрыва строки, это все один абзац. Как только разрыв строки появляется, мы можем блоки между собой перемещать, мы можем их перемещать вверх-вниз, а также образовывать из них колонки, когда мы их тащим в бок. Да? Сколько угодно колонок может быть образовано. Но не всегда это удобно, не всегда удобно, что у нас так мало пространства внутри нашей страницы. Мы ее можем расширить, и мы сейчас как раз-таки пойдем к настройкам страницы, а потом уже вернемся к базовым блокам. Настройки страницы находятся в правом верхнем углу. У нас есть тут 3 точки, и здесь мы настраиваем отображение нашей страницы. Нажимаем на эти 3 точки. Нас интересует в первую очередь раздвижение страницы на полный вид. Вот этот full вид, мы отодвигаем ползунок, и у нас страница раздвигается, и теперь мы можем работать со всем нашим монитором, со всем нашим пространством, и даже скрыть боковое меню. Если я вот здесь нажму Close Sidebar, он скроется и будет появляться только при наведении в левый бок экрана. Дальше иду обратно, возвращаюсь в настройки. Что меня здесь еще интересует? Я могу текст уменьшить, тогда он станет меньше, и в страницу влезет в ваш экран, в ваш монитор больше информации. Дальше
Мне больше никакие здесь настройки не нужны, они меня не интересуют. Максимум, что меня здесь может заинтересовать, это посмотреть историю изменений страниц. Если вы боитесь, что что-то кто-то удалил когда-то, что-то случилось, всегда можно посмотреть version history, и здесь будет страница. Плохой пример, потому что мы только что создали эту страницу, но как только мы дальше будем работать, мы сможем откатывать в прошлые, в предыдущие версии страницы и находить там информацию. Также мы можем импортировать, экспортировать страницу. Это можно сделать в PDF, в CSV, но это уже какие-то, да, мелочи и маленькие функции. Давайте же перейдем к тому, как работать не просто с текстом в Notion, а как работать с командами в Notion. Я сдвину обратно, центрирую всю страницу, 3 точки, убираю отсюда ползунок. Могу, кстати, еще с текстом. У меня только 3 варианта. Но, на мой взгляд, лучший первый. Лучше тут ничего не изменять, но вдруг вам нравится такой печатный текст, всегда можно сюда переключить. Тоже не бойтесь ни на что нажимать, попробуйте здесь потыкать, куда вам кажется, вот ваша рука тянется. Тут, например, есть Translate страницы, мы можем автоматически ее переводить на любой язык, в том числе русский, но не можем в этот момент с ней работать, только прочитать информацию. Тоже можете попробовать. Но давайте же работать уже с командами. И теперь я пойду вниз страницы, поставлю сюда курсор, нажму на плюс и посмотрю, что у меня есть в предложенных командах. Предложенные команды — это первый блок, который нас встречает. Notion активно взаимодействует с AI, поэтому здесь у нас те команды, которые Notion подразумевает или думает, нам могут пригодиться прямо сейчас. С ними можно работать, иногда они попадают в цель, но нас прямо сейчас это тоже не интересует. Нас больше всего интересуют базовые блоки. В базовых блоках находятся все команды, которые помогают нам работать с текстом и со страницами. Что мы можем сделать с текстом? Выбрать просто команду текст. Она у нас по умолчанию стоит. Когда она стоит, мы вводим текст. Нам даже не надо ее выбирать для того, чтобы с ней работать. Мы переходим на новую строку и смотрим, что у нас есть. Заголовок 1, 2, 3 уровня. Когда мы выбираем заголовок 1 уровня, у нас текст большой. Когда мы выбираем заголовок 2 уровня, у нас текст меньше. Когда у нас заголовок 3 уровня, еще меньше. Да? Просто форматирование текста. Прекрасно. Помимо того, что мы можем текст форматировать таким образом, мы можем также все наши блоки выделять. Это уже продвинуто. Нажимать на 6 точек сбоку блока и преобразовывать его во что-то. Например, у меня это заголовок 1, 2, 3, а я возьму и все сделаю просто текстом. Все, это просто текст. Я для этого выделила блоки, могу выделить 1, тогда 6 точек, или несколько просто курсорчиком своим, да, выделю, нажму на 6 точек и сделаю turn into, и возьму и сделаю их заголовком всех 1 уровня. Тогда они станут заголовками, и под заголовки я уже поперетаскиваю текст. Таким образом, я управляюсь с информацией внутри страницы. Круто? Неплохо, не то чтобы круто. Дальше нас встречают нумерованные списки. Это bullet list, numbered list, to-do list и toggle list. Это все просто списки, в которых вы можете видеть свою информацию. Как они выглядят, давайте посмотрим. Я создала списки без вас просто для демонстрации. Команда bullet list, соответственно, у нас через точку каждая новая строка мы можем писать список. Numbered — это нумерованный список, он вызывается также просто введением номерков. To-do list — это когда мы можем зачеркивать целую нашу строку, у нас есть какая-то задача, и мы можем вычеркивать ее. А toggle list — когда мы что-то можем спрятать вот сюда. И потом это свернуть. И у нас под каждым таглом может быть спрятана какая-то информация. Тоже базовые команды, чтобы работать с текстом. Например, вот здесь в toggle list я могу прям взять и перетянуть сюда абзац текста, свернуть и его больше не видеть перед глазами. Или могу нумерованным списком что-то написать. Список задач мы все знаем. Тоже ничего сверхъестественного, но знать об этом стоит. Дальше идем по базовым командам. И тут нас встречает команда, наиболее интересная нам. Это команда Page. Когда я ее создаю, у меня создается отдельная страница. Плюс страница. Я сейчас выйду назад, на мою прошлую страницу, не пугаемся. И у меня получается вложенная страница в мою главную. Я ее сейчас возьму, перемещу наверх. За 6 точек возьму, потяну в самый верх. Для чего это надо? Мы в Notion всегда придерживаемся одного правила — централизированная система управления. Это все наши страницы не должны быть разбросаны вот здесь, вот сбоку. Я могу здесь всегда создавать новые страницы. Здесь создам пустую.
пустая страница, и как бы в боковом меню по ним переключаться. Но из практики я вам говорю, что это неудобно, что мы должны стараться все совместить на одной странице. Например, вы хотите внутри своего Notion, внутри своей главной страницы держать. Что здесь можно держать? Давайте опущу текст. Можно здесь держать трекер бюджета, трекер привычек, потом фильмы, какие-то просмотренные, хочу просмотреть книги. Разбиваю это все на 2 столбца. Для этого выделяю тяну. Могут быть какие-то рецепты, все что угодно, все, что вы придумаете. Потом создам заголовок 1 уровня, у меня будут хобби отдельно, у меня будут отдельно трекеры. Опять заголовок 3 уровня, тяну вверх. И превращаю теперь эти наши слова просто в страницы. Вот мне и понадобилась команда page. 6 точек, turn into page. У меня появились отдельные, это как бы странички под странички. Мы можем потом скачивать какие-то шаблоны, в том числе вы можете в моем магазине скачать бесплатные, платные шаблоны. Мы можем самостоятельно делать трекеры, самостоятельно оформлять то, что мы хотим видеть внутри этих страниц. Ну вот, у меня уже есть моя первая страница, в ней есть раздел хобби, в ней есть раздел трекер. Я смогу сюда перетянуть какую-то картиночку еще наверх. А давайте сразу, чтобы учиться вставлять медиа. Чтобы перетянуть картинку, я могу или использовать команду «картинка», вставить изображение. Эта команда будет называться image. И потом загрузить картинку, например, со своего компьютера сюда. Или прямо просто перетянуть. Опять открою картинку енота. Картинку могу уменьшить, там куда-нибудь потянуть вверх, потом центрировать. Чтобы центрировать, я выбираю 3 точки сбоку у картинки. И здесь можно ее, например, в центр переместить. Под ней будет хобби. У хобби я нажму на 6 точек, у меня здесь будет color. Я сделаю его там purple. И вот у меня 2 подстраницы, фильмы. Я туда захожу, это просто пустая страница. Я могу все так же дать ей иконку, выбрать ее по запросу «фильм». Сюда перенести свои фильмы в базу данных, с которой мы чуть позже научимся работать, или ввести список фильмов. Из тех команд, что мы сейчас знаем, мы можем использовать, например, checkbox, да, это у нас есть to-do list, набираю, новая команда to-do list, что я хочу посмотреть, там хочу посмотреть Амели, Дюна, уже смогу сюда и картинку подгрузить. Это вот прям то, что, чем мы уже овладели. Потом это зачеркнуть или написать рекомендации и начать вести список, кто что мне порекомендовал, возможно, просто в соседнем столбце. Так уже я могу с этим работать. Мы уже просто за 15 минут овладели тем, что мы можем хотя бы создать страницы под страницей. Вы это можете сделать в заметках, это точно не то, ради чего стоит осваивать Notion, но в Notion можно сделать вот так все симпатично, у себя на рабочем столе, таким образом все собрать. Вот такой командой Page я создаю подстраницы у своей главной страницы. Я, безусловно, могу здесь создавать страницы. Еще одну пустую страницу, и это у меня будут рецепты. Но она тогда никак не связана с вот этой моей первой страничкой. Я ее могу просто сюда, если вы уже насоздавали, я могу просто ее перетащить сюда. Все, она здесь теперь находится. Теперь ее нет в боковом меню, она есть здесь у меня, я ее вижу. Что дальше по командам? По командам базовым, если я опять нажму плюс и доразбираю свои базовые блоки, у меня осталось несколько для форматирования текста и еще одна для работы со страницами. Будем идти по порядку. Callout — это когда мы хотим что-то вот так выделить рамкой, как будто бы у нас в руках есть маркер, и мы хотим выделить важную информацию. Этот маркер может менять в себе эмоджи, на которые мы поставим, можем менять цвет, 6 точек сбоку, color, и мы здесь можем выбрать любой цвет рамки, и мы можем выбрать ее даже без цвета, тогда она будет очень интересно отображаться таким просто обводкой, квадратом. Помимо того, что мы можем информацию в рамку перемещать, заключать любую информацию в эту рамку. Я могу хоть все эти списки перетащить в свою рамку, все что угодно, саму рамку могу двигать. Я могу также выбрать команду в базовых цитаты, плюс quote, и тогда у меня отображается текст как цитата. Что я могу с ней сделать? То же самое. Могу выделить текст, сделать ее жирной, курсивной, подчеркнутой, зачеркнутой, любым цветом ее сделать абсолютно, а также могу настроить ее размер. 6 точек, quote size, default или large. Класс. Ну, смотрите, мы почти разобрались с базовыми блоками. Осталась табличка, разделитель и ссылка на страницу. Таблица — это просто нарисованная
табличка. Это все равно, что если бы вы на бумаге взяли ручку и расчертили себе таблицу. Ровно такие же функции она выполняет, и ровно настолько же она нефункциональна. Вы же на бумаге не смогли бы перемещать из одной колонки в другую. И вот здесь это тоже нельзя делать. Куда-то я букву «ща» потеряла. Да? Мы тоже не можем перемещать. Мы можем только строчки максимум двигать, но это просто наш максимум. Или удалять строчки и колонки. Delete. Все. Больше мы ничего не можем делать. Она не выполняет функции Excel, она не считает, она не поддерживает формулы. Ничего она интересного не делает. Мы ей пользуемся только в формате «я хочу отредактировать текст». В нее даже картинку никакую нельзя поместить. Нам она почти никогда не нужна, но мы должны знать, что у нас есть такая команда, вот мы можем на ширину страницы ее растащить и что-то в табличку поместить тоже, какой-то текст. Вот я даже не могу сюда перетаскивать блок. Я могу только прямо тут писать. Все, ничего больше. Максимум, ну ладно, могу еще цветом выделить, но кому от этого легче становится? Поэтому не смотрите на эту команду Table, она нам, просто не нужна. Последнее в редактировании текста — это команда разделитель. Разделитель — это горизонтальная черточка, которая нам помогает отделять блоки информации друг от друга. Я могу его потащить куда угодно, вот под заголовок, и увидеть, что у меня теперь информация разделена такой линией горизонтальной. Его удобнее вызывать не через команды, а через быстрые команды. Через быстрые команды — это 3 раза нажать тире, и у меня это превращается в горизонтальную линию. Достаточно удобно для оформления красиво. Если я здесь нажму 6 точек и покрашу строчку в, например, фиолетовый и перетащу между этими разделителями, вот у меня уже есть оформление страницы. У меня есть ее начало, а мы здесь с вами просто что-то рандомное вводили. У меня есть подстраницы, у меня есть тут какие-то работа с текстом, и кручу вниз, у меня есть окончание страницы. Такая история с базовыми блоками. Вроде все понятно, но, возможно, вы для себя открыли какие-то новые функции, которые можете использовать. Давайте идти дальше. Теперь будем усложняться и смотреть, а почему Notion так хорош. Начну я с того, почему Notion так хорош. Это потому, что в него многое встраивается. Как в наши заметки на телефоне, они уже стали достаточно умными, так и в Notion. Но Notion все-таки больше десктопное приложение. И из удобного, например, я создам себе еще одну подпапку, заголовок 1-го уровня, учеба. И здесь создам страничку, это мы уже умеем, да, выбираю команду Page, создам страничку, которая будет называться Notion. И сюда я могу вставлять все, что угодно. Например, я могу прямо сюда встроить видео с YouTube. Для этого скопирую на него ссылку, здесь нажму Command-V и обязательно выберу команду Empt. Empt — это вставка. Вы можете проэкспериментировать, какая команда что дает. Mention — это упоминание, это просто упомянется видео. Это нас вообще никогда не интересует. Нам всегда интересна именно команда Empt. Если я нажимаю Empt, прямо сюда встраивается мое видео, прошлое видео Notion за 1 час. Я могу прямо здесь нажать Play, просматривать его и, что самое главное, конспектировать. Да? Я уже со всеми функциями, которые мы разобрали в базовом блоке, могу начать делать конспект по видео, использовать списки, использовать какие-то выделители, использовать рамки. И у меня будет здесь и видео, которое я в любой момент могу пересмотреть, и текст. Если у вас есть запись встречи, запись семинара, то это просто очень крутая штука. Помимо видео с YouTube я могу таким же образом встраивать доски мира, я могу таким же образом встраивать PDF-ки любые и вообще большинство сайтов, например, Canva, презентации, я могу сюда встраивать именно с помощью копирования ссылки и здесь нажимать всегда при Command-V, Ctrl-V, нажимать Empt. Не Mention, не Bookmark, именно Empt. Таким же образом вы можете встраивать плейлисты со Spotify, и тогда они будут здесь проигрываться. И многое другое. Вы можете экспериментировать и смотреть, как это между друг другом работает. Если вы хотите найти эти команды отдельно, они тоже у нас есть чуть ниже, не в базовом блоке. Мы можем просто подразумевать, что сюда когда-то будет вставлено видео. Если я прокручу немножечко вниз своей команды, у меня будет целый блок медиа. Медиа позволяет нам вставлять все то, что мы можем ставить просто быстрыми клавишами Command или Ctrl-V. То же самое, если я здесь выберу видео, я могу или загрузить какой-то файл со своего компьютера, но если у вас бесплатный тариф, то он не может быть больше 5 мегабайт, это очень мало. Если платный, ограничений нет.
или вставить ссылку на видео на бесплатном тарифе. Любое видео, любого формата, любого объема сюда вставится. Вот, например, с Ютуба только что я вставила достаточно большое видео, оно явно больше 5 мегабайт и дальше больше 5 гигабайт. Такая история с медиа. С базовыми командами мы полностью закончили. Я вот могу выйти на мою главную страницу. У меня тут уже много всего есть. Если бы я работала, а не показывала вам, чтобы как-то красиво размещаться в центре, я бы уже работала с этой страницей на полном виде. Она бы вещала в себя больше информации, я бы лучше ее видела. Я верну обратно на маленький вид. И дальше мы с вами начинаем работать с тем, ради чего, почему мы вообще все так любим Notion. Это базы данных. С первого взгляда просто таблицы, а со второго уже и космолет. Давайте смотреть. Прокручу свою страницу вниз и пойду, нажму на плюсик. Найду, где эти базы данных вообще находятся. Кручу вниз. Notion я прокручиваю, медиа прокручиваю. И вот у меня есть целый блок Database, он называется. Если вы видите где-то сокращение BD, это базы данных. Если кто-то говорит Database, это все те же базы данных. Если кто-то говорит таблицы в Notion, скорее всего, он имеет в виду базы данных. Если кто-то говорит, что Notion очень крут, скорее всего, он имеет в виду работу с базами данных. Поэтому это тот блок, который точно следует смотреть, конспектировать, а лучше прямо открывать свой Notion и повторять. Это вообще самый потрясающий вариант. Мы всегда начинаем с дефолтной базы данных, а потом с ней работаем по-разному. По сути, из этого блока вам нужна только команда TableView. Все остальные view, все остальные базы данных можно будет сделать из нее. Поэтому можете сильно не копаться в этом блоке, можете просто выбрать Database TableView, и дальше мы будем смотреть, как с ней можно работать. Во-первых, ей можно дать название. Предположим, что это будет база данных с рецептами. По умолчанию здесь есть один столбец. Это name, название. Можем сразу его переименовать. Чтобы переименовать что-то с английского на русский, у нас сегодня туториал на русском языке, поэтому я буду все переименовывать. Я нажимаю сюда и сразу могу выбрать другое имя. Название. Отлично. И вот наступает момент истины. Я могу добавлять строчки в свою базу данных. Рецепт борща. Борщ. Даю название. Каждая строчка в этой базе данных — это отдельная страница. Вот в чем прикол. То есть мой борщ. Видите, здесь есть кнопочка Open. Я могу нажать на Open, и у меня откроется страница, и тут я могу начать писать рецепт. У меня в отдельной страничке будет борщ, а все это собрано в таблице рецепты. Окей, тут мы поняли. Я могу работать с ней как с обычной страницей, давать ей какую-то иконку, обложку, все, что мы с вами учились делать раньше, сворачивать ее. Дальше я могу сделать какой-то коктейль, возможно, я не знаю, Blood Mary, ну окей, коктейль. Тоже открываю, пишу здесь рецепт коктейля, добавляю какую-то иконку и работаю как с обычной страницей. Закрываю. Когда у меня накопится какое-то определенное количество рецептов, мне станет неудобно смотреть их просто списком. Да. Мне нужны будут какие-то теги. Это у меня первое, горячее, второе, это у меня что-то для вечеринки, что это у меня вообще такое происходит. И поэтому именно для этого в базах данных, помимо названия, можно добавлять большое количество свойств каждой записи. Тут важно. Вот это add property — это добавить какое-то свойство. Какие могут быть свойства? Их очень много. Они нас могут напугать. Вот так они разворачиваются. Мы проэкспериментируем с самыми популярными. Вот это предложенные. Сразу нам AI предлагает какие-то создать. Видите, предложка даже у нас на русском языке, так как мы перевели на русские названия. Но нас интересует вот этот select type. Это базовые колонки, которые мы можем добавить. Например, текст — это комментарий. Значит, переименую его в комментарий. Что я имею в виду? Это значит, что просто в этой колонке можно писать текст. Комментарий к борщу, что это рецепт от бабушки. Комментарий к коктейлю, что очень сильно уносит с этого коктейля. И так далее. Как только я добавляю новый столбец, новую колонку, она сразу применяется ко всем записям в моей базе данных. То есть и у борща, и у коктейля появилась возможность добавлять комментарий. И когда я буду открывать страницу, я буду видеть комментарий к борщу его, к рецепту его. Но если я подумаю, ой, мне у борща комментарий не нужен, нафиг мне это поле надо, оно мне не надо, и возьму и удалю 6 точек. Здесь, видите, здесь это не колонка, здесь это просто расположено под названием. На 6 точек возьму и нажму Delete Property, и еще раз Delete. У меня вообще удалится у всего. Будьте с этим очень осторожны.
Не удаляйте свойства. Что бы я сделала, чтобы его не удалять? Отменю мое действие, Command-Z нажму. Я могла бы его просто скрыть. Я могу вот здесь нажать 6 точек, у борща мне не надо, и я могу Property Visibility сделать Hide when Empty. И если я вот здесь уберу комментарий, то эта строка будет пустой, и у борща она не будет показываться, пока я не нажму вот здесь «Развернуть свойства». А у коктейля будет. У коктейля она заполнена, но если я ее сотру, то и она, соответственно, у меня пропадет. Хорошо, с текстом мы разобрались. Давайте я разверну, наверное, все-таки базу данных удобнее, когда у нас страница на полный вид. Я могу добавлять различные property, свойства. Помимо текста, у меня из самых часто используемых есть select. Select — это тег, то, что я вам говорила. Когда я выбираю select, я могу написать, что борщ — это первое, а что коктейль — это что для вечеринки. И в дальнейшем нам это поможет быстрее находить разные категории. Например, окей, есть борщ, есть холодник. Сейчас лето, более актуально, и это тоже будет первое. И потом, когда у нас будет большая база данных, и в ней будет много записей, я всегда могу нажать фильтр. Это такой перевернутый треугольник сбоку базы данных. Фильтр. И выбрать, что фильтр у меня будет по колонке Select. И фильтр мне будет показывать только первое. Все, я вижу только все свои рецепты, касающиеся первого. Естественно, мы рассматриваем рецепты как что-то очень универсальное. Это могут быть ваши проекты, это могут быть ваши задачи, это могут быть ваши фильмы, например, отобразить только комедии. Это могут быть ваши упражнения, например, отобразить упражнение только на верхнюю часть тела, смотря какие теги вы вводите. Как только вы хоть один раз, я сейчас фильтр сниму, чтобы нам дальше было удобно работать, как только вы хотя бы один раз добавили такой тег, при создании новых страниц у вас будут все теги, которые вы когда-либо вводили уже в этой таблице. И дальше вы сможете с ними работать. Хорошо. Select мы можем переименовать в тип рецепта, да, нажму тип, опять нажму плюс, посмотрим, что здесь еще есть. С чем отличается Select и Multi-Select? В Select мы можем выбрать только что-то одно, то есть я или выбираю или первый, или вечеринка, или еще какой-то третий тег. Multi-Select, сколько у меня тегов не было бы, я могла бы поставить это количество тегов. Например, Multi-Select я назову аллергены. И я хочу добавить, что в борще у меня есть и глютен, и мясо, и молочко. И теперь я могу выбрать несколько вот этих вот тегов и смогу их выбирать из списка, который я сюда введу. И дальше вы можете полностью погрузиться в самостоятельное изучение всего функционала, который нам предлагает вот эти свойства. Мы теперь его не боимся, мы знаем, что он добавляет нам какое-то свойство определенное чего-то, как называется, так и добавляется, да. Если Files and Media, значит, я сюда смогу, например, PDF-ку подкрепить, или то, как выглядит у меня вообще этот суп, или какую-то фотку подкрутить. И всегда проверяю, как это выглядит внутри страницы. Я могу ее открыть и увижу, что здесь есть Files and Media. Ну, это может быть картинка рецепта, картинка блюда. Я вижу все свои другие свойства. Я могу перетаскивать и менять у них порядок. Они в табличке не поменяются в порядке. Они поменяются в порядке только в каждой странице. Например, смотрите, тип, блюдо, комментарий, аллергены. Это значит, что в каждой странице они будут именно в таком порядке, в котором, если я хоть в одной странице поменяю порядок, вот аллергены у холодника вверх перемещу, то у меня и у борща аллергены будут сверху. Имейте это в виду. В самой таблице ничего не меняется. В самой таблице, как у меня был комментарий первый, так он и остался. Сверну страницу, и, например, я тут тоже хочу поменять порядок. Он не меняется в этот момент внутри страницы. И какие-то из свойств я хочу видеть только внутри страницы. Они мне не нужны здесь. Как бы зачем мне полностью засорять мой визуальный ряд. Например, фотка блюда, я хочу ее видеть только внутри блюда, когда ее прикрепляю. А здесь не хочу. Если я ее здесь удалю в таблице, она удалится у меня и внутри странички. Мы это уже с вами делали. Беру, удаляю. Delete. Delete. Все, удалилось отовсюду, из коктейля, из холодника, просто отовсюду. Command-Z делаю, ничего не помогает. Да, ничего не происходит. Поэтому нельзя удалять свойства. Их можно только скрывать. Это значит, что если вот тип мне не нужен, я возьму и нажму здесь не удалить, а hide, такой перечеркнутый глазик. И оно отсюда скроется, но внутри блюда у меня останется. Я могу хоть все свойства поскрывать, hide. Но все так же они останутся внутри страниц. Если вдруг я решу, что мне в этой страничке все-таки надо видеть
это свойство, а как мне его вернуть? Вот у нас настройки здесь есть, таблица нашей. Мы идем, нажимаем настройки, и здесь вот Property Visibility, видимость наших свойств меня интересует. Вот они. Нажимаю сюда и выбираю опять, отчеркиваю глаз у того, что мне хочется видеть перед собой, когда я вижу эту таблицу. Больше пока что мы не будем рассматривать здесь свойства. Ну вот смотрите, AI нам предложил добавить сложность. И видно, что вот такая иконка, значит, это будет свойство select. Количество порций — это будет свойство number. Описание — это наш комментарий. Да? Прикольно. Прикольно, с этим можно работать. Но я думаю, что с имейлом, телефоном вы точно разберетесь тоже самостоятельно. Заходим, пробуем, экспериментируем. Что мы можем сделать дальше из интересного? Мы можем сделать из таблицы любое другое представление, потому что вот эта информация, ее ценность в Notion в том, что мы можем очень по-разному ее отображать. Например, я опять пойду в настройки базы данных, и у меня здесь есть самое первое, это layout, внешний вид. И у меня есть целых 8 вещей, как я могу отобразить одну и ту же информацию. Например, сейчас она в таблице. А я могла бы сделать ее в формате board, и оно распределилось по типам блюд. Я могу сделать таймлайн, но это вам больше понадобится для проектов. Или в формате календаря, какое я блюдо в какой день буду готовить. У меня сейчас нет в блюде такого вообще категории, как дата, поэтому они все здесь вот скрылись в no date. Я могу их растащить, что 12 у нас будет борщ, а 20 холодник. Тогда внутри самой страницы я тоже увижу, что появилась дата. Джун 12 2025. Возвращаюсь в layout. Я могу сделать это также в формате не таблицы, а листа, то есть просто списка. Но имейте в виду, что у списка тоже можно отображать все свойства, например, все их показать, они появятся в самом конце строки, и мы можем это все убрать в какую-то, вот, например, выберем команду такую, 4 колонки. И подтащим за 6 точек нашу базу данных, она будет вот так в одной колонке стоять, и мы будем видеть ее списком. Это не подходит для рецептов, для нашего примера, но это здорово подойдет для каких-нибудь книг, цитат и всего такого. Я также могу эти свойства, напоминаю, что перемещать, например, название будет стоять последним, тогда у меня все свойства будут отображаться друг за другом. Помимо листа, в layout возвращаюсь, у меня есть еще галерейка, когда я могу галереи отображать. И если бы где-то внутри у меня была бы фотка борща, я просто возьму, добавлю свойства, изнутри страницы я могу это сделать с точно таким же успехом, как и внутри моей таблицы. Видите, у меня здесь есть возможность add a property. Я добавлю свойства files and media, и это будет у меня фотка. Выберу файл с компа, загружу его, открываю. Ничего как будто бы не поменялось, только здесь добавилось это свойство. Но я иду в настройки, layout, у меня сейчас галерейка, и здесь есть card preview. Здесь сейчас page content, видите, я вижу начать писать рецепт, а я сделаю превью карточки моего свойства files and media, и у меня появится мой енот загруженный. Да? То есть еще помимо того, что я могу делать это все разными свойствами, разными отображениями, для каждого отображения, заметьте, есть свои настройки внутри этого отображения под низом. Также я могу выбирать и делать из этого график. Тут отображается, сколько рецептов в какой категории у меня есть. Если я нажму «Редактировать график», то у меня вообще потрясающий функционал откроется. Имейте в виду, графики на бесплатном тарифе Notion доступны только в количестве 1 штука. Вы можете делать 1 график. В платном тарифе, это $10-12 в месяц, у вас доступен безграничный набор графиков, безграничный набор количества информации, которую вы можете загружать в свою Notion. Я имею в виду по объему, например, объемные видео можете загружать. Но для большинства бытовых задач, даже командных, у меня команды по 5, 10, 15, 20 человек умудряются работать на бесплатном тарифе, там неограниченное количество строк, вообще информации, страниц, которые вы можете заносить. Так что, возможно, она вам не нужна, если вам не надо прямо отдельно работать с графиками. Но вот отдельно графики в большом количестве работают только на платном тарифе. Возвращаясь в мой layout, и последний, самый новый вид, который у нас появился, это feed. Это как бы лента, как в вашем Твиттере, например. Так удобно вести дневниковые записи. Вот у нас бы была запись не борщ, а запись какой-то день, например, там 11 августа. И я бы здесь написала, что было вполне сносно в этот день. И я бы увидела это все в таком формате отображения, как называется, фид, лента, да?
В формате отображения ленты прикольно. Также я могу здесь комментарий какой-то добавлять, что-то писать, переписываться. Если у вас, например, книжный клуб на базе Notion, вы вполне можете сейчас вот в таком плане в комьюнити взаимодействовать. Это все эти виды, они встраиваются в нашу страницу. Мы можем взять вот этот вид, фид, новости, потянуть вообще в какую-то колонку, вставить, вообще в самое начало. И вот у нас уже есть страница, у нас есть просто текст, у нас есть сюда вложенные подстраницы, в этих подстраницах уже тоже может что-то находиться. И здесь у нас еще лента наших записей. Вот в чате Telegram приходите, присоединяйтесь. Прекрасное сообщество комьюнити, обожаю всех. Писали, что прикольный формат для того, чтобы, например, цитаты помечать или вести дневник успеха, когда мы пишем, помечаем, где мы достаточно компетентны были на работе или в личной жизни, чтобы в плохие времена перечитать этот дневник и как-то немножко восстать и воспрять духом. Таким образом, мы с вами посмотрели все отображения нашей информации. Это все, заметьте, это все время была одна и та же информация, layout table. Это все тот же наш холодник, борщ, и 11 августа это был борщ, да, и коктейль. И какая-то новая страница, мы ее можем просто удалить. А холоднику добавить любую иконку, мы можем загрузить свою. Мы можем даже гифку загрузить, она будет двигаться. Но сегодня с вами это делать не будем. Я вам говорю о возможностях, а вы их тестируете на своем пространстве. Но, возможно, я хочу видеть свою информацию и в формате таблицы, и в формате галереи. Что мне делать? Вот у меня есть рецепты, и возле рецептов я могу нажать плюс. Это рецепт названия моей базы данных. Если я нажму здесь плюс, у меня появятся все возможные виды. Например, я хочу еще одну табличку. Таблица здесь будет только горячая. У меня появилась одна вкладка и вторая вкладка. Одна вкладка — это будет, я переименую все рецепты. Вторая вкладка — только горячая, только первая. И чтобы выбрать, чтобы здесь отображалось только горячее, я возьму фильтр, перевернутый треугольник, по типу первая. Сверну фильтр. Теперь здесь отображаются все рецепты. Здесь только горячие. Если я здесь добавлю рецепт пюре. Кто будет писать рецепт пюре? Ну, не знаю. Ну, кто-то будет. Взрослая жизнь такая. Он сразу создастся по умолчанию с типом первое. Он появится и здесь, мое пюре. Давайте какой-нибудь значок ему. Окей, ракетка. И во всех рецептах появится. Во всех рецептах он будет просто в общем списке. Горячее он будет просто вот с типом первое. То же самое могу еще раз плюс table. И теперь это у меня будут там только коктейли, только напитки. Называю напитки. И ставлю фильтр по типу вечеринка. Ну, здесь можно добавить несколько, на самом деле, фильтров. Какие вам тут свойства нужны, такие мы и отображаем. Я вот по фильтру. Вечеринка, у меня здесь будет отображаться коктейль и так далее. Я могу их отобразить в таком формате. Или, например, горячее я хочу видеть в формате layout и в формате gallery. И в gallery у меня card preview будет files and media. Вот мой енот появился здесь, прекрасно. Если я в пюре загружу только какую-то картинку, просто ничего нет на компьютере сейчас, чтобы вам показать, только фотки моего дедушки в молодости. Ну, давайте возьму промо-материалы. Вот. Могу эти картинки также в Layout Gallery Feed Image. Тогда картинки подгонятся у меня, полностью будут показываться. Итак, у меня есть все рецепты, горячие напитки. Это все одна и та же информация, абсолютно одна и та же, но она просто по-разному отражена. С разными фильтрами, с разными видами. Где-то я могу свернуть какое-то свойство, здесь его не показывать, hide, а здесь оно все еще будет показываться, тип, да? Но, например, я хочу все рецепты вообще убрать в отдельную страницу. У меня будет страница, я создам какую-то новую, нам понадобится команда page. Это будут рецепты, кухня, что угодно. Я могу целое большое пространство сделать. Тут и рецепты сюда поместить, какие-то мои любимые блоги, мои любимые видео ставить, все что угодно. И я хочу, чтобы эта вот страничка как раз, эта вот таблица, она была внутри страницы. Да, я за 6 точек потяну и в рецепты перетяну, а сами рецепты передвину куда-нибудь вверх. Хобби. У меня здесь уже были какие-то рецепты, я удалю старые, оставлю только новые. Ну, кайфово. Но при этом я хочу на своей странице видеть, например, календарь или отображение какого-то рецептов. Что мне делать? Что, заново создавать базу данных или ее полностью сюда перетаскивать? Вообще нет. Я зайду в рецепты, страницу опять разверну на полный вид,
чтобы у меня влезала полностью табличка. И, например, мне хочется видеть свои напитки на главной странице еще. Вот здесь настройки. И есть такая команда, как Copy Link to View. Скопировать ссылку на этот вид. Copy Link to View. Возвращаясь на мою страницу и в то место, куда хочу вставить мои напитки. Ну, вниз страницы, предположим. Command V. Link Database View. У меня вставилась эта база данных с коктейлями. Это ее ярлык. Точно так же, как было со страницами, если вы не пропустили этот блок. Если мы ярлык удалим, ничего не удалится. Если мы удалим вот эту страницу рецепты, снесется просто все. С этим видом мы можем делать все, что угодно. Вы запомнили, что он у нас отображался табличкой, и мы хотим его сделать там листом. Просто список коктейлей, список рецептов коктейлей. Вопрос. Мы его здесь изменили. Поменяется ли он вот здесь, откуда мы его копировали? Нет, не поменяется. Он так и остался в табличном отображении. То есть мы там его можем редактировать как хотим. Единственное, что, да, все, что мы добавим там, Blood Mary мы добавили коктейль. Если я его здесь добавляю, то, переходя в свои рецепты, он и там будет добавлен. Это сложно в первое время, но пару раз поработав с базами данных, вы 100% поймете этот принцип. Это самый главный принцип Notion, то, как здесь работают эти таблицы. Ну, кайфы, мы с вами уже много чего разобрали, но есть еще продвинутые функции этих баз данных, да, мы можем с ними так работать, и кажется, ну куда уже продвинутей, но у нас есть еще связи баз данных и вывод информации из этих баз данных. Этим давайте и займемся. Я перехожу на вид «Все рецепты». И мне бы, окей, тут есть аллергены, комментарии, даты, файлы, ну, то есть картинки. Я все это поскрываю. Мне сейчас на это не хочется это видеть. Мне сейчас важно, что у каждого рецепта есть какие-то ингредиенты. И ингредиентов у нас ограниченное количество, то есть продуктов в мире происходят какие-то новые, но обычно это там нам нужна мука, масло, сахар, яйца, еще что-то. И да, мы могли бы сделать все тот же селект, то есть и вводить через селект, но нам намного удобнее создать вторую базу данных. Вот под это я создам новую базу данных. На плюсик нажму, выберу базу данных Table View, это вниз прокрутите здесь Table View, и назову ее ингредиенты. Давайте еще, если бы это были не рецепты, сверху у нас таблица. Вот эта таблица могла бы быть, например, тренировки, а здесь упражнения. То есть здесь рецепты, здесь ингредиенты. Идем на уменьшение. И у нас могут быть какие ингредиенты, там яйца, творог, курица, сметана, и еще несчетное количество ингредиентов. И они же могут подходить под несколько рецептов сразу. Как мне отсылку сделать вот от борща к сметане? Нам поможет функция Relation. Я нажимаю это Property. Вот здесь есть продвинутые property в этом блоке. Это Relation, Rollup, Button, Formula и ID. Нас интересует Relation. На русский переводится как связь. И мы выбираем, с какой базы данных мы это свяжем. Нам надо связать с ингредиентами. Обязательно здесь отщелкнуть, что это двухсторонняя связь, и нажать Add Relation. Как только мы это сделали, у меня здесь появилась колонка ингредиенты, а здесь рецепты. И вот я выбираю, ставлю на борщ и вижу все свои ингредиенты, которые есть у меня в этой таблице, и связываю со сметаной. И я вижу, что сметана у меня фигурирует в рецепте борщ. Прекрасно. Так я могу выбрать любое количество ингредиентов к каждому рецепту, буду видеть количество этих ингредиентов, буду в ингредиентах видеть, с каким рецептом они мне могут пригодиться. И в ингредиентах я могу, например, поставить новое свойство. Свойство наличия. Это у меня чекбокс будет, и он будет называться наличие. Я могу здесь помечать, есть у меня этот ингредиент сейчас в наличии или нет. Естественно, в дальнейшем я могла бы взять, поставить свой фильтр, и здесь показывать только ингредиенты, которых нет в наличии. Если ингредиентов нет в наличии, и ингредиенты, которые есть в наличии, я добавлю новый вид, опять выберу наличие, и этот checked, да, это которые есть в наличии, это которых нет. Обе таблички. Табличка, которых нет в наличии, будет называться список покупок. Пожалуйста. И вот таким образом, введя табличку с рецептами и прикрепляя сюда все ингредиенты, мы будем всегда под рукой иметь актуальный список покупок. Мы также можем создать вид «все ингредиенты» и так далее, и так далее. Помимо этого, мы можем продвинутые свойства взять. И у меня есть свойство формула. Я хочу, чтобы
формула мне писала, вот я эту таблицу, предположим, не вижу, я могу ее превратить обратно в страничку. Я хочу прямо, находясь в борще, видеть, а что мне еще надо докупить. И я нажму на формулу, кавычки открою, закрою, надо докупить. Плюс, и здесь я выберу, что вот здесь в ингредиентах, видите, мне даже подсказывает, фильтр можно поставить по какому-то, что-то случилось. Да, я его могу отсюда скопировать. Ингредиенты у меня, Command V, будут фильтроваться по какому-то конкретному свойству. Точечка. Выберем по какому. Наличие. Наличие должно быть unchecked. А по умолчанию оно так и отфильтруется. Если нам нужно checked, мы нажмем два раза равно и нажмем checked. Но это вообще отдельная тема. Да, тут видно, что надо докупить сметану. Мы можем проверить. Turn into database. Корректно показывается или некорректно? Некорректно. У нас здесь сейчас пишется, что у нас уже в наличии. Поэтому ставим 2 раза равно и пишем false. И вот надо докупить курица. Если курица будет отжата, как она находится в наличии, то ничего не надо докупить. Формулу можно дописать, чтобы, если ничего не надо докупить, она писала, что полный список ингредиентов в наличии, или чтобы она еще что-то делала. Но это настолько отдельная тема, что я с удовольствием разберу ее с вами на Бусти. Вообще, переходите на Бусти, каждый из разделов, что мы сегодня с вами проходим, я могу разобрать намного подробнее. Мы смотрим только базу, мы смотрим только то, что нам дает представление о том, как вообще можно в Notion. Если вы хотите углубленно, то на Boosty есть прекрасный тариф, он называется Database, и в этом тарифе еженедельно выходят уроки по Notion, которые уже более углубленные. Вы можете подписаться, и у вас будет доступ ко всем уже вышедшим урокам, и каждую неделю постепенно погружаться в Notion, постепенно учить новые и новые функции, самые современные, самые актуальные. Если видео устаревает на YouTube, я всегда все переписываю, все переделываю на более актуальном, но именно на Бусти. Так что можете пойти туда, и там обязательно будет в ближайшем будущем урок по формулам, а мы, поверьте, можем просто... Вот это то, что делает из нашего Notion космолета. Хорошо, есть релейшены, есть формулы, а есть роллапы. Например, в курице будет написано, сколько в ней белка на 100 грамм. Вот я выберу свойство текст, и тут будет написано белка 20 грамм на 100 грамм. Выдуманная цифра. Белка 20 грамм на 100 грамм, и тут будет КБЖУ, например, называться, и я буду писать здесь, указывать калорийность там и пищевую ценность каждого продукта. Я хочу, чтобы это КБЖУ вводилось, возможно, и около борща. Тогда я нажму плюсик, нажму Rollup. Rollup нам помогает отображать какую-то информацию по подключенному релейшену. Есть про это отдельное видео на канале, и оно все еще актуальное. Возможно, визуально что-то в Notion выглядит по-другому, но логика абсолютно осталась та же. Я выберу Rollup, нажму Edit Property, выберу с какой relation, потому что релейшены могут быть в разные базы данных, отсылать, например, ингредиенты, и выберу, что отображать. Отображу здесь, например, КБЖУ. И я вижу, что если здесь курица есть, белка 20 грамм на 100 грамм, у сметаны, если я что-то напишу, будет отображаться через запятую. Я не понимаю, что из этого относится к курице, что из этого относится к сметане, но какое-то общее представление могу увидеть. Так работать с рецептами так себе. Вот этот формат, этот пример, возможно, не самый актуальный, но если у вас есть проект, к нему и задачи, какие-то пометки, какие-то баги, это может очень хорошо работать и классно вам помогать там считать количество и еще делать многое другое. Например, если у нас будет написано, сколько грамм чего у нас сейчас в холодильнике лежит, то это может потом суммироваться. Но мы тоже сейчас не будем это затрагивать, просто знайте, что это может происходить. И что мы можем делать это внутри Notion. Ну, и мы работаем с таблицами, но все же это отображается внутри нашей страницы. И вот последнее из продвинутого, что мы сегодня смотрим, а потом переходим к тому, где скачать уже готовое пространство. Если не хочется все это делать с нуля, я вас понимаю. И как с ними работать? Вот последнее продвинутое, что мы посмотрим, это очень важное отображение вот этой страницы. Мы ее можем развернуть на полный экран. Это наш борщ. И да, мы можем с вами здесь таскать вот эти свойства и даже их прямо здесь изменять. Но учитывайте, изменяется здесь, изменяется во всей базе данных. Например, дата, переименуем ее в обычную дату. У каждого свойства абсолютно есть еще свои микронастройки. Например, дату можно отображать привычным нам путем. Сейчас это Джун 12 2025, а мы можем день, месяц, год поставить, и все. Да?
и мы просто можем их тягать и скрывать. Но что мы еще можем здесь с этим делать? Самое углубленное и самое прикольное, что вы можете сделать внутри своего Notion, именно в базах данных, внутри таких страничек тоже есть свои настройки. 3 точки. И здесь самая прикольная функция, что есть, это Customize Layout. По этой функции был эфир на канале, по нему сохранилось видео. Если вас она интересует супер подробно, или заинтересует, обязательно приходите. Вообще, я постараюсь оставить все видео большие по темам, которые упоминала в этом видео туториале, но не обещаю, что прям все найду, но постараюсь. Все будет в описании под видео. И ссылка на Boosty, и ссылка на Telegram-чат, и ссылки на видео, которые я упоминала. Customize Layout нам помогает вообще закастомить эту страничку. Например, я могу у борща тип закрепить, и он здесь закрепится, и они могут там, например, тип и комментарии, они будут тогда у меня в горизонт, а не в вертикаль. А вот это Files and Media, картинку моего борща, я могу вот здесь нажать плюсик и выбрать вот это Files and Media, у меня она намного больше станет, она такой галерейкой будет. Могу выбрать даже, в каком формате она отображается. И как только я это применю здесь, да, я возьму Apply to All Pages сделаю. И теперь у меня страница, у меня она выглядела как-то достаточно грустно, а у меня она была, да? Здесь свойства были просто вот так в вертикаль стояли, а я сделала в горизонталь, сделала вертикаль, файлы in media отобразила, а здесь у меня уже и сам рецепт будет. Ну, просто красота. У меня это применилось ко всем страницам. Если я зайду в холодник, у меня то же самое. Я теперь могу загрузить сюда какую-то картинку, и она у меня покажется отдельно, а здесь у меня закреплены сверху свойства. То есть я в одной странице настроила, и во всех остальных страницах это у меня применилось. Не пытайтесь сделать это в первый день, когда вы зашли в Notion, но вы точно должны об этом знать. И вот если на своей главной странице мы проваливались внутрь рецептов, мы делали так, мы делаем все это внутри одной маленькой странички, а у нас еще есть мое главное рабочее пространство. Что же я могу здесь сделать? Просто безумие какое-то что. Если вы хотите конкретный пример, как это может работать в жизни, на YouTube есть видео, как я планирую в Notion, как выглядит мое пространство, как выглядит пространство Notion эксперта. Вы можете посмотреть это видео. И вообще, в большинстве других видео, что есть на этом канале, я показываю конкретные примеры. Есть плейлист Step by Step в Notion, где мы пошагово строим на различные тематики пространства. Есть более актуальная это подписка на Boosty, мастер-классы, где мы каждый месяц делаем одно большое пространство, подпространство, да, и соединяем все это вместе. Мы там уже делали трекер привычек, мы там уже делали Википедию командную, мы там делали планировщик года, месяца, недели, как вообще подводить итоги в Notion, все это не держать у себя в голове, автоматизировать. Мы разбираем намного большее количество функций, но то, что мы сегодня с вами посмотрели, это прямо база, которую стоит знать. Помимо базового функционала, конечно, мы можем совместно работать с Notion. Я открою, например, страницу Notion, где у меня был конспект, и я хочу этим конспектом поделиться с моим коллегой, с моей подругой, другом, с кем угодно. Вот у меня кто-то спросил, а что там было на лекции, и я говорю, а у меня есть конспект и видеозапись. Я всегда могу нажать на Share, вот тут сверху, справа верхнего угла страницы, и или по почте выдать доступ кому угодно, и по почте я могу выдавать разные уровни доступа. Я могу выдавать или полный доступ, но здесь будьте аккуратны. А почему? Есть видео на канале. Или просто человеку на комментирование и просмотр. Я думаю, для вас это ничего нового, это просто обычные доступы, которые есть в Microsoft, которые есть в Google. Тут все понятно. Но помимо того, что я могу делать страничку вот так вот кому-то просто по почте выдавать, я могу ее также сделать публичной. Вот тут, где Share, здесь есть также Publish. И как только я нажму Publish и еще раз нажму Publish, эта моя страница превращается в сайт. Все, мне не надо платить за доменное имя, мне не надо ничего больше делать. Я теперь копирую ссылку на эту страницу, даю кому-то, вдруг это у меня портфолио, да, даю моему работодателю, и он может посмотреть полностью мое портфолио, ничего не изменяя. Таким образом, научившись работать с блоками, с базами данных, со вставкой картинок и видео, мы уже можем сделать свой собственный сайт на Notion. Это может быть, например, приглашение на свадьбу, это может быть виш-лист, это может быть какой-то сайт вашей компании очень простой. И если у вас нет бюджета на данный момент разработать сайт больше или разбираться в тильде, вы всегда можете это делать на платформе Notion. Например, о моих услугах, о том, как со мной можно посотрудничать, у меня тоже сайт на Notion. Мне, честно говоря, очень лень делать на тильде или еще как-нибудь, поэтому можете посмотреть, как это выглядит. В комментариях есть ссылка. Где все это искать? Как со всем этим работать? С сайтами как работать тоже есть отдельное видео на канале. Если вы хотите сразу готовый шаблон сайта, то я обещала вернуться в боковое меню, и в боковом меню мы с вами трогали настройки. Но у нас есть также templates, шаблоны. И в шаблонах у нас огромный мир, где тысячи креаторов со всего мира загружают свои шаблоны, в большинстве своем бесплатные. И мы просто вот здесь в поисковой строке
наберем sites, и нам покажется очень много всяких шаблонов. Есть за деньги, есть бесплатно. Например, портфолио. Пожалуйста, написано, что бесплатно. Я нажимаю на него, нажимаю Add, и оно вот здесь видно, появился значок, что оно загружается в мое пространство. Оно загрузится. Я могу или здесь нажать See Template, и меня перекинет в этот шаблон, или могу в боковом меню его найти. Вот у меня он будет в Private Hello, называется, да, страница. Все, это теперь находится только на моем Notion. Я могу удалять, добавлять все что угодно. Я могу взять и удалить вот эти блоки, ссылки, да, или возьму на них и навешу ссылки на себя. Удалю отсюда картинку, которую загрузила девушка, и вставлю сюда свою. Переименую просто полностью текст. Все сделаю для себя. Это теперь никто не видит, кроме меня. Чтобы это кто-то, кроме меня, увидел, я сделаю share, publish, и эту ссылку отправлю человеку, с которым хочу поделиться моим портфолио. Или где-то ее еще размещу. Если посмотрите видео про сайты, мы, конечно же, можем их индексировать в Гугле, подключать Google аналитику и вообще SEO продвигать. Прям все что угодно. Это полноценный конструктор, который работает в том числе и с аналитикой. Такой прикол. Если хотим сделать unpublish. Так что внутри этих шаблонов вы можете поискать. Они здесь на английском, на русском шаблоны есть у многих русскоязычных креаторов. Мои по ссылке в описании, соответственно. На английском, но пусть вас это не отпугивает. У нас есть автоперевод, у нас есть вообще миллиард функций, как мы сейчас можем взаимодействовать с английским языком. И вот, например, трекер бюджета сразу мне порекомендовался. Я его могу добавить к себе. Он добавится в мои приватные Money Tracker. Все. Я могу что-то добавлять, делать, смотреть, как он работает. Вообще не боюсь ни на что нажимать. Я его, если что, дублирую себе еще раз. Если я здесь что-то так понажимаю, что здесь непонятно как. Я могу формулы брать, какие-то уже написанные, вставлять свои базы данных. Я могу с формулами этими пойти в чат GPT у него спросить. Все. Я также могу работать с Notion AI внутри, который мне сам кастомит базы данных. Об этом тоже есть видео. В общем, не представляю, какой пласт мы еще не затронули в сегодняшнем видео. Весь этот пласт будет затрагиваться на Бусти, весь этот пласт затронут в канале, на канале там отдельными видео. Просто заходите, ищите. Если что-то не можете найти, напишите в комментариях. Скорее всего, если вы что-то ищете, видео об этом уже есть на канале. Об обновлениях, о функциях, вообще просто о всем. Если это очень нишевое видео, оно точно есть в Телеграме. Вроде обо всем вам рассказала. Как дальше учиться Notion? Только с практикой. Заходите, ставьте себе цель что-то сделать, держите в голове, что это должно быть. Если это трекер бюджета, но не оставляйте его так валяться. Если будете качать шаблоны, очень большая вероятность, что из-за того, что они не настроены под вас, вы не будете этим пользоваться. На канале есть видео, как работать с шаблонами, но если кратко, пожалуйста, перемещайте всех их на свою основную страницу и уже там внутри работайте. Не копируйте бездумно, что 100 миллиардов шаблонов. Вы не будете, вы просто не зайдете в этот Notion больше. Если копируете шаблон какой-то, то заходите в него. Полностью переделайте под себя, если вы работаете и живете на русском языке, на украинском, на белорусском. Переделайте, перепишите все, разберитесь во всех функциях, потратьте эти полчаса времени, и вы тогда месяцами будете использовать этот шаблон, если не годами, и подстраивать под себя. Обязательно. Это не то, что я придумала. Это на опыте, очень большого количества людей. Если это видео было полезным, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А с вами, как всегда, была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру в Notion и не только. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Пока!